Польша, пожалуй, одна из самых первых стран, которую мы с Ладой рассматриваем как возможную страну для переезда в будущем. Случись что-то в Германии, у нас здесь живут дети, поэтому вероятнее всего мы Быстрее всего мы приедем сюда. Поэтому мы хотим узнать эту страну получше. Сейчас мы находимся в городе Вроцлав и идем навстречу с одним интересным человеком, нашим земляком, который жил раньше в том же городе, где родились и мы, в городе Сумы в Украине, и жил в одном доме с нами. Правда, у нас большая разница в возрасте. Это друг нашего сына, поэтому разница такая же. Его зовут Вова, и я помню его еще маленьким мальчиком. Сейчас я, вероятнее всего, его не узнаю вообще. Он живет во Вроцлаве и живет здесь уже 10 лет. Мы идем сейчас по центральным улицам Вроцлава. Он, кстати, живет где-то здесь. Мы договорились встретиться возле здания старого вокзала. Он к нам подойдет, а я тем временем хочу вам презентовать новую прическу Лады. Посмотрите, та-дам! Мы сделали Ладе стрижку в воскресенье. Во Вроцлаве в воскресенье и в тот же день сделали маникюр. Представляете? В Германии это вообще невозможно, потому что в воскресенье ничего не работает. С маникюром все получилось очень просто. Нам подсказали украинскую девушку, которая держит свой собственный маникюрный салон. И мы с ней договорились. В воскресенье утром мы подошли. Она подъехала на своей крутой машине. Представляете, тут маникюрщицы зарабатывают очень хорошо. Потому что, наверное, в том числе работают и по выходным. 30 евро приблизительно стоит маникюр здесь. Это дешевле, чем в Германии, поэтому Лада решила сделать. В общем, Лада очень довольна маникюром. В Германии, скорее всего, ей было бы очень сложно объяснить. И мы уже говорили, это было бы в 3 раза дороже. А вот с прической у Лады была просто драматическая история. Мы искали украинскую девушку, парикмахершу, для того, чтобы Лада могла ей свободно объяснить, чего она хочет. И мы нашли такую, договорились, по времени пришли, но... Зовут Наталья. Но нам открыла не Наталья совсем, а девушка полька, и сказала: присаживайтесь, вас обслужит мужчина. Пан. Мы такие: а где Наталья? И она что, типа, вот Наталья будет потом. И приходит такой пан, парень в татуировках. Я так понял, что он барбершопер. Он работает в барбершопе по соседству, то есть он бороды стрижет. Он не понимает, что мы хотим, очень так на нас смотрит. Я уже хотела уходить, честно говоря. Говорю, волосы назад уже не приставишь. Виталик, пойдем отсюда. Ладно, покажи свою стрижку сейчас. Вот. Ты хочешь что-то другое, да? В общем, я ему через переводчик объяснял, потому что на самом деле, когда начинаешь какие-то детали рассказывать, хоть польский и похож, но конкретные слова непонятны. Да. Нужно немножко подрезать, просто сделать какой-то объем. Это будет погано, треба вот так. И он показывает, режем вот так, чуть вот выше так. плеч. Полчаса стрижки, и Лада уже, смотрю, уже в зеркале видно, что она улыбается, то есть ей понравилось. Фух, этот стресс мы перенесли. То есть у Лады теперь прическа, которая называется каре. Мы в своем телеграм-канале немножко анонсировали эту стрижку. Спасибо за участие, вообще за то, что вы с нами в телеграме. Подписывайтесь еще. Мы там просто каждый день что-то выкладываем. Там более тесное общение. Каждый день мы что-то можем вам рассказать о своей жизни. Вы нам свое рассказываете. То есть такое более даже теплая атмосфера, чем в YouTube. Привет! Привет, Вова! Привет. Слушай, 100 лет. Ну да. Честно говоря, когда я тебя видел последний раз, ты был совсем маленький. Да. Если бы увидел на улице, наверное, вообще не узнал. Ну, так же самое и Данила. Я помню, что он вообще уехал в Киев, и он был таким юным, безбородым, а тут я его встречаю как раз с бородой такой. Это сколько вы лет не виделись с Данилом? Это, наверное, лет 15 не виделись с Данилой. И тут во Вроцлаве, в Польше мы увиделись с ним. Давай с тобой немножко пройдемся по улицам в сторону твоего кафе. Конечно, Данил пошли. сказал, у тебя есть кафе, ты открыл недавно. Да. Можем попить там кофейку, Да, выпьем там кофе и поговорим. Интересно, как ты вообще приехал в Польшу? Дело в том, что ты здесь находишься уже давно. Как тебе вообще пришла в голову эта идея
Почему ты выбрал именно Польшу, а не поехал куда-либо? А все просто. У меня знакомые сюда ехали. 1,5 месяца чисто с друзьями искал работу. И через знакомых нашел здесь работу и приехал во Вроцлав. И мне настолько Вроцлав понравился, что я до сих пор здесь живу. Ну и, собственно, открыл уже 2 бизнеса. Один туристический, первый. Это как раз я выходил с первого буса со своего. Вот этот бус? Да, это мой первый бус, на котором я начал свою деятельность. Ну и сейчас открыли как раз кафе. Слушай, ну Вроцлав очень красивый, мне нравится. Здесь много зелени. И вообще нам напоминает это Киев в некоторых местах. Ты вообще в Киеве был или? Да, я был, но был больше так проездами, поэтому мне сложно сравнить. Но вообще этот город, он немецкий, Бреслав когда-то назывался. Да. И у него тоже своя интересная история. Не просто так он как раз этот город Гитлеру даже понравился, и он любил этот город очень сильно и посещал его очень часто. Вроцлав укрыт большим количеством рек, что позволяет сделать такие чудесные парки. Ты когда приехал сюда, ты же не сразу занялся бизнесом, ты сказал, на стройку пошел работать. Да, я долгое время работал на стройке, года 3-4. Я стал мастером, зарабатывал хорошие деньги, но мне не хватало, потому что у меня была мечта. И я как раз в Польше увидел, что я могу реализовать свою мечту, это заниматься путешествиями. Я поехал с друзьями в один из туров, таким же бусиком, на котором я приехал. И понял, что можно организовывать тут туристические поездки. А первая моя мечта так появилась. Мы с друзьями детства поехали на море отдыхать. И это было невероятно. Нас, кстати, повез отец нашего друга. И он организовал для нас поездку на море. Слушай, по-моему, я эту историю знаю. Это вас возил мой сосед, да, который жил надо мной в Сумах. Да. Его тоже звали Вова. Да. И он мой ровесник. У него был бусик, по-моему, белый спринтер, и он возил на Азовское море детей, людей для того, чтобы там они отдохнули, а он на этом еще и заработал. Да. Вот это с ним ты первый раз ездил? Да, и вот после этого у меня просто была дикая мечта как раз организовывать такие путешествия. Я бы сказал, больше не зарабатывать деньги, а именно самому путешествовать и возить людей в путешествия. Я от этого вот как раз очень сильно кайфую. Но одно дело это делать в Украине, он делал это там вообще нелегально, насколько я знаю, да? А другое дело здесь в Польше организовать в правовом поле, платить налоги, открыть фирму, это же, наверное, намного сложнее. Если честно, очень даже, я бы сказал, просто. Открыл фирму, получил лицензию на перевозки, начал все это легально. И на самом деле, да, налоги, конечно, как и везде, наверное, кусаются, но, в принципе, достаточно в Польше это все очень просто организовать и заниматься. Плюс в Европе все сделано для туризма. Потому что даже ты привозишь в какие-нибудь замки, и сами компании, к примеру, в замке, да, они сами предоставляют тебе возможность дополнительных услуг, скидки, какие-то там для твоих туристов, какие-то плюшки, какие-то бонусы. То есть это очень прикольно, что все заинтересованы в том, что туризм развивался. Да. Но ты начал с небольшого автобуса, вот, на котором подъехал, да? Да. Сколько человек можно посадить в такой бусик? 8 пассажиров, и я 9. И я дальше продолжаю такими же бусиками возить, но уже новыми. А куда ты возишь? В какие места? Везде, где только можно. Вот, к примеру, я недавно приехал, у меня был заказ индивидуальный в Швейцарию и на озеро Кома. Мы туда даже возили. Возим по Польше, возим практически по всей Европе. Ну а кто придумывает, куда ехать? Как рождается тур? Я не понимаю вообще. Ну, в первую очередь я смотрю, куда я хочу поехать сам. Понятно. Да, все банально просто. Я смотрю, вот, допустим, первый мой был тур, кстати, в Хорватию. Правда, я тогда собрал просто, как бы, скажем так, за донаты, пробное путешествие. И получилось так, что я как раз в Хорватию хотел поехать в отпуск. После того, как я в Хорватию съездил с людьми, организовал тур, путешествие, начали люди писать нам о путешествиях, о том, что хотят куда-то еще поехать.
И да, начали дальше, я начал дальше организовывать разные путешествия. Кроме того, что ты организовываешь саму доставку людей на автобусе, да, то размещение людей тоже ты занимаешься этим? Да, я полностью всем занимаюсь, апартаментами, программой. То есть мы не просто там куда-то привозим и отвозим, а мы Ты еще именно- развлекаешь их, Да, да? я еще и развлекаю. Я не просто развлекаю, я делаю все для того, чтобы развивать эту тему, чтобы было больше таких интересных моментов, путешествий, чтобы люди не просто поехали в поездку, а именно у них было приключение, у них был кайф, у них был драйв, чтобы они хотели больше путешествовать, чтобы им было интересно со мной. Ну и мне самому это очень интересно. Супер, Лада, ты слышишь? Человек устраивает все, мы, наверное, как-нибудь с ним вместе покатаемся. Мне очень нравится. Вот так вот. Если я правильно понял, мы тем временем подошли к твоему кафе, Да, да? это Вандер кафе, что означает как раз тему путешествий. Мы еще над ним работаем, будем как раз делать в такой тематике, чтобы люди приходили и чувствовали себя, как они куда-то попутешествовали. Но это прям центр Вроцлава, да? Да, здесь? да, это, кстати, улица Русская. И знаете, почему она русская? Не, первый Потому раз что здесь как раз был торговый путь людей, которые приезжали из Руси и тут торговали. С Киевской Руси сюда приезжали для торговли. Это еще в те времена. в Да, те да, времена, это вот еще это. очень-очень древняя давно, история, поэтому да. она и называется русской. Ну что, давай зайдем, Да, попробуем твой кофе. как раз тортиками. Добрый день. Привет. Вова, на кого ты рассчитываешь? На поляков или на украинцев, когда делаешь кафе? Я рассчитываю, в принципе, что будут люди, и именно акцент вообще на национальность Не даже ставишь, поставлю. да? Да. Если говорить о турах, то да, тогда я уже больше на наших концентрирую, потому что мне, во-первых, более комфортно работать, а во-вторых, тут большое количество украинцев, и очень легко организовывать путешествия. Ну, в принципе, наверное, такие тенденции осталось, что примерно 10% во Вроцлаве это украинцы, и даже приезжают ко мне, чтобы какие-нибудь места посетить из других городов Польши, да и даже с Украины были люди, которые... 10% во Вроцлаве населения украинцы, да? Да, это это официальная статистика. Это примерно так. Примерно. Но очень много кафе, допустим, есть тут тоже и бук-кафе, тоже наши открыли. И в центре очень много заведений, которые наши пооткрывали. И сервис наши украинцы очень сильно повысили, потому что до того, как начали сюда массово приезжать украинцы, сервис был очень плохой. Никакой. Мог быть ресторан грязный или еще что-то. А сейчас прям сами поляки стараются, чтобы был тут сервис повыше. Да, да. Да, да. Ну а какой у тебя ассортимент здесь? Что ты продаешь? Чем кормишь? Первое это разные виды кофе. Кофе, напитков, помимо самого кофе, тут лимонады есть, какао есть. Вот, посмотрите, очень много. Также у нас есть большой ассортимент вкусной выпечки, тоже наши готовят. Медовики, Наполеоны, и они, кстати, самые популярные в Польше, медовики Наполеоны. Ну, в принципе, в плане выпечек польская кухня сильно не отличается от нашей. Видимо, наши просто привезли самую лучшую выпечку, поэтому во всех ресторанах, во всех кафе можно увидеть, ну, по сути, всем известные Наши привычные. Да. Мы с тобой хотели встретиться на прошлой неделе, но ты был в каком-то туре. Куда ты ездил в этот раз? Я вот как раз приехал вот вчера с Швейцарии, мы еще были на озере Кома. Это было восхитительно. Первый день, конечно, в Швейцарии, когда мы были, был дождь, и мы мало что увидели, но само озеро Кома это было божественно. Не возникало желания переехать в Швейцарию, например, нет? Нет, там очень дорого. Да. В Польше большой плюс в том, что все-таки Польша еще пока еще дешевая. Несмотря на то, что цены на продукты почти такие, как и везде, но на некоторые вещи все-таки дешевле.
и заработок приближается все равно уже больше к такому какому-то общеевропейскому. То есть ты свою жизнь дальнейшую пока связываешь с Польшей именно, да? Да, пока да, хочу сейчас еще сделать себе карту резидента, это то, что позволяет дольше находиться в Польше официально, легально. Но ты тут уже больше 10 лет, да, я так понял? Ты Да. можешь уже как бы гражданство получать, нет? Ну, не, могу, но не хочу. Не хочешь? Да, есть свои просто сложности. Да. Один из таких моментов вот недавно, это то, что если у вас польское гражданство, то в случае какой-то опасности вы не можете покинуть страну, да. вы должны будете обязаны идти воевать. Нашим детям недавно прислали вот такое письмо, посмотрите. Порадник беспеченства. Порадник беспеченства называется. В общем, они его даже не распечатывали, потому что они поняли, что это советы, если вдруг опасность в виде войны. Естественно, нам, украинцам, рассказывать о том, что нужно делать во время войны, это лишнее, потому что мы и так все прекрасно это знаем. Но нам интересно посмотреть, смотрите, запечатанное абсолютно письмо, и много тут каких-то бумаг. Сейчас глянем, что они рекомендуют, о чем тут пишут. Вот тут целая брошюра. Книжечка. Ага, порадник беспеченства. Ну, во-первых, номера телефонов, которые нужно в Экстренных случае, да, экстренных служб. Так, твое перезаготование Назначение, первое назначение какое-то, да? В Польше, получается, готовятся к войне, население готовит к войне. В последние годы угроза для Польши значительно возросла. Для дестабилизации страны используется дезинформация, кибератаки, гибридные угрозы, саботаж, подрывная деятельность, война за пределами нашей восточной границы также влияет на наши чувства безопасности. Риск экстремальных погодных явлений также возрастает. Даже погодных явлений они боятся. И их последствия, да, так, могут привести к тому. Правительство Республики Польша осознает важность этих проблем и поэтому разработало руководство по безопасности. Вот, это оно и есть, руководство по безопасности. Так, военная служба. О мобилизации вы узнаете из средств массовой информации и объявлений. Вас также могут вызвать индивидуально. Если у вас есть мобилизационная карта, внимательно ее прочтите, там найдете адрес и срок действия. Если ваша карта утеряна или информация в ней устарела, обратитесь в ближайший центр военной вербовки. Вот это уже настораживающие для граждан Польши вещи. То есть в случае войны мобилизация начинается, и не дай бог такая, как в Украине. Это никому не хочу пожелать ни одной стране того, что происходит сейчас в Украине с этой войной. Это в Германии тоже сейчас ввели, граждане Германии не могут выезжать больше, чем на 3 месяца. Военнообязанные мужчины, да, не предупредив об этом государство. Раньше такого не было, и немцы возмущены. Такой, ничего себе. Надо подумать, брать вообще гражданство Да, или да. нет, да? Спасибо. Юля? Да. Очень приятно. Дуже приємна влада. И вы все время тут пока одна, да? Так, да. Ну, тут Польща ж видала нове законодавство, що ми поки українців на роботу не можемо брати. Тільки поляків. Тут тільки, тільки поляків, Да, і кстати. так далі. И вот как раз на такой ЕДГ нельзя брать в Польше украинцев, и в принципе уже украинцам нельзя открывать с 5 марта этого года. А то есть вообще перекрывают Украину. Да, да, Тільки да. ті, що цей рік можна тільки для тих, в кого є цей статус Василь-Кукар. Ті ще можуть до кінця, там, до слідчого березня брати на роботу, там, відкривати свої власні фірми і там брати на роботу своїх українців. А То ті, есть- хто тільки відкрили, допустим, якби я була поляк, то я могла брати на роботу українців. А так як з України, то ми можемо брати тільки поляків, або тільки в тому випадку, якщо в мене буде карта резидента або карта сталого побуту. Юля, получается, ты тут все время одна работаешь. Сколько дней в неделю кафе открыто? 7 днів. Сама, да. Да не, ну это же адский труд, Ні, конечно. ну це ж ти получаєш задоволення, це ж не так, як там, що ти себе заставляєш.
Да, тільки важко дуже рано просипатися, але в принципі цілий день почуваєш себе нормально. Юля, ти звідки в Україні? Вінниця. Ти працювала раніше баристою? Ні, я тут вчилася. Тут вчилася. Так, 15 літрів молока перемучила, щоб воно навчитися впливати. Ну, рухаешься как профессионал. Так, дякую, я стараюся. Смотри, какой рисуночек вообще. Это же произведение искусства. Специалист. То кофе шоколадом. Трав'яний чай такий китайський, він порошковий, то порошок такий зелений, це трав'яний чай. В ньому міститься кофеїн, він заражає таку енергію, так само як кава. Тобто це китайський Так, чай з так. кофеїном? І присмак в нього як трави, тільки та трава, яку Щас курять. будемо пробувати. Так, а та, яка така як газон кокосова. В Германии ни разу не встречал ломбарды, Тут на каждом углу. как на каждом углу. То есть люди, которые сюда что-то приносят сдавать, да? Как в Украине. Ладно, покажи эту очередь и этот бусик. Это что-то интересное. Здесь люди стоят для того, чтобы зайти и получить какую-то медицинскую помощь, да? Или, Да. или может быть, кровь сдать Да, для... может быть такое кровь сдать, либо какие-то анализы сдать. Очень часто в Польше бывают такие разные мероприятия, когда приезжает либо бус, либо стоят такие точки, где вы можете прийти, померить давление. Ты можешь сделать себе какие-то там бесплатные тесты. В Польше хоть медицина такая чуть-чуть слабоватая, но у них есть такие свои плюшки. Одна из таких — это карточка ЯКУС, которая позволяет в путешествиях, у вас будет страховка бесплатная совершенно, она идет от государства, вы приходите в центр НФЗ, это центр медицинский, и вы там получаете эту карточку, и вы в путешествии, если что-то с вами случится, то вы можете ей воспользоваться. К примеру, у моего такая? Да, у меня есть такая, и чаще всего и у других странах есть только своя. Вова мне сейчас про эту карточку рассказывал, и я такой удивленный, а почему в Германии у меня такого нету, такая себе общеевропейская страховка. А оказалось, она у меня тоже есть. Вы можете ее сейчас увидеть, Да. как она в Польше выглядит. И в Германии есть тоже своя, либо в других странах она есть тоже своя. Чаще всего либо же она идет с вашей страховкой уже, либо же вы можете оформить, и вплоть до того, что она может вашу жизнь где-то спасти. Был такой случай у моего знакомого, который тоже занимался когда-то путешествиями, ехали в Швейцарию, и у его туриста случился сердечный приступ, и в Германии его доставили в ближайшую больницу, и ему прям провели бесплатное шунтирование, то есть спасли человеку жизнь. И насколько это, ну, как бы карточка очень может быть Полезно, да. Сейчас я для жителей Германии скажу. Оказывается, если у вас есть государственная страховка АОК и карточка вот эта зеленая, стандартная, то на обратной стороне как раз нарисован европейский флаг, вот эти вот звездочки. И это она и есть европейская страховка, которая действует везде, вот, о которой Вова рассказывает. Как ты вообще оцениваешь медицину? Здесь сложно попасть к врачу? Да, очень сложно, проще не к государственному идти, а к частнику. Есть даже специальное приложение, ты просто заходишь и выбираешь себе на любую дату врача, ну, платного, потому что к бесплатному, к сожалению, иногда можно после смерти попасть, как в Польше любят говорить. Простой пример, у меня была аллергическая реакция во Франции. Самое интересное, во Франции, вообще в другой стране, я приехал, меня очень быстро приняли, все это нормально. Пришел сюда в больницу, в бесплатную, и мне сказали, приходите через 3 дня,
А чтобы вы понимали, у меня лицо опухло почти в 2 раза, я весь опух. У Это меня... требует экстренного вмешательства. Да, и мне пришлось просто в частную идти, платить деньги, потому что невозможно ждать с такими симптомами. И был тоже случай у моего знакомого, которому надо было срочно делать операцию. Без этой операции он бы умер. Ему назначили в бесплатной через 1,5 года, а в частную он обратился, заплатил деньги. Его на следующий день уже приняли, а через день его уже выписали. Вова, хочу немножко отвлечься, спросить, где мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся в центре Вроцлава, и сзади нас, правда, мы с другой стороны, но здесь Ратушная площадь, исторический центр Вроцлава. Кто был во Вроцлаве, вы могли увидеть, что здесь очень большое количество маленьких гномов. Так да, вот, да. легенда гласит, что когда-то гномы жили в этом доме, им этот город настолько понравился, что они начали сюда съезжаться со всего мира и здесь жить. А сколько всего гномиков здесь во Вроцлаве? Говорят, нужно всех найти, потрогать, и тогда будет счастье. Да, но это будет очень весьма сложно. Когда я только приехал, их было 350 или 360, но на сегодняшний день их почти 1000 гномиков по всему Вроцлаву. И есть даже в таких местах, где просто ты идешь и ты думаешь, как он тут оказался. Может, он действительно здесь живет. Они размножаются, ты думаешь, как? Их можно в 2 способа поставить. Первый – это обратиться к властям, написать заявление и его в частном порядке сделать самостоятельно. Второе – это если у тебя есть частная территория, ты тоже можешь этого гномика поставить. У каждого даже гномика есть свое имя, свой паспорт в реестре государственном. То есть во Вроцлаве есть на каждого гномика, который официально стоит во Вроцлаве, есть своя история жизни, свой паспорт, имя, фамилия. Супер. И тому подобное. Насколько дорого снимать квартиру в центре города? Ты говорил, ты арендуешь вообще комнату. Если можешь рассказать, сколько ты платишь за комнату, с кем ты живешь, ну, сколько там коммунальных приходится платить за стоянку, там парковку, вот эти мелочи. Я живу в комнате, но если так посчитать, то моя квартира бы полностью обходилась бы, если я ее сам бы снимал, примерно 1000 евро. Я плачу в районе 300-400 евро за комнату. Плюс, как правило, там раз в полгода какие-то доплаты за газ, воду бывают. По поводу парковки я как раз оформляю себе парковочный такой абонемент. Стоит это всего лишь 200 злотых в год, это примерно 50 евро. А если не секрет, ты живешь с кем? Там друзья какие-то у тебя живут в квартире? В моей квартире живет еще семья. Это трехкомнатная квартира? Да, или это трехкомнатная, они снимают 2 комнаты, я по факту снимаю 1. В центре жить удобно, да, я так понимаю? Да, мне очень комфортно, потому что, во-первых, можно тут 15 минут, и ты в любой точке. Да. Во Вроцлаве есть такой уникальный момент, что в основном при выездах где-то с Вроцлава, где-то на окраинах чаще всего пробки, чем в самом центре. Очередь на родинки проверяют. Родинки на злокачественность, да? Понял теперь. Я просто удивлен, думаю, такая длинная очередь. Спасибо большое. Это бесплатно, да, делается? Все, я понял. Спасибо огромное. В этой очереди делают тест на родинки. Если у тебя есть какая-то родинка, то они здесь прямо в автобусе проверяют на злокачественность. Если у тебя родинка злокачественная, тебе сразу скажут. Или, может быть, пришлют, я не знаю. Но это бесплатно. Поэтому такая большая очередь. А иностранцам можно, таким как мы, допустим? Ну там интересно? девушка-украинка стояла. Я нашел наконец украинку, потому что полячки меня не понимают. Польки. Польки, извиняюсь. нельзя говорить полячки, Да. это обидно для... Не, полячки это значит курящие. Полячка это которая палыть. Это курящая. я А полька это национальность. Так что если у тебя есть родинки, становись. Часа полтора и ты будешь знать.
У меня много родинок, но я не буду становиться, можно? Можно. Первый раз во Вроцлаве пытаемся ехать на трамвае. Скачали специальное приложение для того, чтобы покупать билеты. Я могу купить вот 2 билета, у меня написано по 3,20, это будет 6,40. 6,40 злотых. Меньше чем 1 евро стоит один билет, получается. Но купить я его могу только когда подойдет трамвай, потому что нужно на трамвае посмотреть номер этого трамвая. В смысле не просто номер там 18 маршрут, а там 4-значный номер на нем. И ввести его прямо здесь перед покупкой, для того, чтобы зафиксировать, на каком именно ты трамвае едешь. Так, я покупаю билеты и на трамвае смотрю, какой тут номер написан. 3113. Я ввожу 3113. Ой, я ввел 12. 13. Вот, и подтвердить. Все. Заказ билета происходит. Вот так. Окей. Билеты куплены и активированы. Окей. Im Wald da stand ein Tannenbaum, im Wald da wuchs er fein. Zur Wintersonne, zur Sommerszeit war er so grün und rein. Der Schneesturm. Очень странная система, конечно. Написано, осталось 2 минуты 50 секунд до конца действия билета. А нам еще ехать не знаю сколько. Покупать что ли новый билет? О, а мы уже приехали. Это наш. Мы успели. Hello, ticket control possible. Don't stress, buy a ticket. Говорят, не стрессуйте. Тикет-контроль. Но мы успели. Так, вот она, Вроцлавия. Сюда мы приехали. Пойдем тебя одевать. Много всяких кроссовок. Цена 50, 60, 70 евро. Есть даже хорошие New Balance, но мне что-то не нравятся они на самом деле по расцветке, и поэтому все. Мы сейчас на балконе торгового центра Вроцлавия в Вроцлаве. Отсюда открывается небольшой вид, красивый. Главное, сзади видно Sky Tower. Вот. И мы походили по торговому центру, искали мне штаны какие-нибудь. Мне советуют пошире купить штаны. Но все, что мы померили, короче, оно, если широкое, то оно короткое. Я смешной получаюсь, короче. Либо в обтяжку и, ну, в общем, Проблема. какой-то не по моему росту, нету моего размера. У меня рост 1,87 м. И я, короче, для себя штаны не могу найти. Обычно это, ну, Обычно это обычная наша проблема. да. Ну, или такие же, как у меня есть. Зачем же такие же, как у меня есть? Вот. Поэтому пришлось купить вот кеды Мустанг. Но они без шнурков. Вот, друзья, они на резинке, короче, смотрите. Вот тут резинка, они не спадают. Можно носить без шнурков. Но скажите, пожалуйста, это нормально или лучше шнурки туда завязать? Вот я не понимаю, покупать шнурки или нет. Напишите в комментариях. В этот раз мы ездили в Польшу из Германии Flixbus'ом, прямым рейсом из Ульма во Вроцлав. 14 часов, конечно, длится дорога и стоит 54 евро
в одну сторону билет на одного человека. Но это, в принципе, самый дешевый, самый быстрый способ добраться из нашей местности туда, во Вроцлав. На границе из Германии в Польшу автобус вообще не проверяли. Выехали мы запросто, а вот на въезд в Германию автобус остановили и проверяли у всех пассажиров документы. Мы с Ладой показали им только наши немецкие Aufenthaltstitel, которые, кстати, просроченные. У нас там стоит дата до 3 марта 2026 года, то есть уже несколько месяцев, как они просрочены. Никаких дополнительных бумажек мы не предъявляли, и свои украинские заграничные биометрические паспорта мы тоже им не показывали. Человек посмотрел на эти наши Aufenthaltstitel, просканировал чем-то там, у него что-то типа телефона, такая штука, и все, отдал их назад, и мы поехали дальше. Но в автобусе был человек из Грузии, который заезжал из Польши в Германию по своему биометрическому грузинскому паспорту. И вот его проверяли немножко дольше. Дело в том, что по такому паспорту граждане Грузии могут заезжать в Евросоюз на 90 дней. И он сказал: я турист, я имею право, говорил по-русски. Его не понимали, поэтому они пригласили переводчика. У них там есть на границе человек, который говорит по-русски. Он сказал, что он едет всего лишь на 5 дней к своему другу во Франкфурт погостить. Работает он в Польше. Они забрали его паспорт, пошли 10 минут где-то приблизительно по базе данных пробивали, отдали ему паспорт назад, и человек поехал себе спокойно. Забыл про этого гражданина Грузии сказать. У него спросили, есть ли у вас с собой деньги. Он сказал, что наличных денег у него нету. Они спросили: а как же вы собираетесь там жить? Он говорит: у меня есть карта. Они ее просто посмотрели, повертели в руках. Они не выясняли, сколько на ней денег, вещи не обыскали, ничего не проверяли, поверили на слово. В общем, все закончилось для него хорошо.